Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала под названием «Ретроспектива», где мы с вами вспоминаем, какие масштабные модели выпускались в советское время и сравниваем их с современными китайскими аналогами. В сегодняшнем видеоролике я хочу вам показать автомобиль ГАЗ-14 «Чайка», лимузин, и первая модель выпускалась на Горьковском автозаводе, а вторая модель выходила в рамках проекта «Автолегенды СССР» номер 52, и журнальная модель поступила в продажу в 2011 году. Для того, чтобы освежить в памяти то, как выглядел настоящий прототип, я вам приготовил журнал, который сохранился в моей коллекции. Мы его быстро пролистаем, посмотрим на фотографии, и вы в комментариях можете написать, какая Чайка ГАЗ-14 есть у вас. Возможно, у вас тоже сохранилась старая советская моделька, возможно, у вас есть модель из журнальной серии. А может быть, вы приобрели модельку от нашего автопрома. Ее я тоже покажу ближе к концу видеоролика, и на мой взгляд, у нашего автопрома на сегодняшний день одна из лучших интерпретаций этого автомобиля в 43-м масштабе. Давайте уберем модели, чтобы они нам не мешали, и посмотрим на журнал. И рекомендованная розничная стоимость этой модели составляла 250 рублей, хотя в киоске я покупал свой номер за 320 рублей. На лицевой стороне журнала есть фотография настоящего автомобиля. Также есть фотография автомобиль вид сбоку, черно-белое фото серийного образца ГАЗ-14 «Чайка». Также опытные образцы, которые отличаются от серийной автомашины. И эти машины больше приближены к американскому автопрому в плане дизайна. Также события, которые происходили в стране в тот период. Еще одна цветная фотография. Уже автомобиль на современных российских номерных знаках. Дальние родственники. Cadillac Fleetwood, Chevrolet Impala. Плакат, который при желании можно повесить на стену. Другие ракурсы, элементы интерьера, также задние фонари, передняя светотехника, хромированные детали. Вообще ГАЗ-14 «Чайка» довольно красивый автомобиль, хотя мне в плане дизайна больше нравится ГАЗ-13 «Чайка». Схематический рисунок, также технические характеристики и другие варианты исполнения. И, кстати, у нашего автопрома выходил как парадный кабриолет, так и автомобиль медицинской службы. Кадры из кинохроники. И анонс на следующий выпуск. ЗАЗ-968М «Запорожец». Такой модели у меня в коллекции нету. Как-то не приобрел ее и искал потом в продаже, и за хорошую цену она не попадалась, поэтому остался без такого запорожца. И давайте начнем с обзора старой советской масштабной модели. Она окрашена в черный цвет. Покраска довольно аккуратная, даже по современным меркам, и это очень тяжелая модель из-за того, что у нее металлический корпус и металлическое днище. Навесные детали здесь сделаны из пластика, открываются капот и крышка багажника. Их можно открыть, посмотреть, что находится внутри багажного отделения. Там присутствует запасное колесо. Плашка двигателя в хроме. Очень толстый сплав металла. Осветительная техника здесь тоже сделана в хроме, выглядит вполне реалистично издалека, и поворотники сделали из желтого пластика, а задние фонари здесь из красного пластика. Хромированные бампера, на моей модели хром уже немножко облезший, но это не страшно, модель довольно старая, и эту модель покупали, по-моему, в Москве. У нас такие чайки были большой редкостью, не знаю, не буду отвечать за всех, возможно, у вас они и продавались на каждом углу, и тоже можете написать в комментариях, видели ли вы такую чайку в продаже и сколько она могла стоить в рублях. И чайки немножко отличались по датам выпуска. Например, на более поздних автомобилях были немножко видоизмененные колпаки. Они сильнее выпирали, и также я видел чайки с другим салоном. Например, у меня салон красного цвета, а я видел автомобили как с желтым, так и с черным салоном. И несмотря на всю грубость этой масштабной модели, она хорошо передает очертания настоящего прототипа. На нижней стороне написано ГАЗ-14 «Чайка», масштаб 1 к 43, сделано в СССР.
очень массивный крепежный винт, который крепит днище этого автомобиля. И спереди модель крепится на винтике, а сзади есть специальный паз. Теперь давайте посмотрим на журнальную модель. И у меня не сохранилось оригинальной упаковки на этой чайке, но я купил репринт. Современный, вот так он выглядит, и потом впоследствии я соберу эту коробочку и поставлю в нее свою масштабную модель. Репринт довольно хорошего качества, и он стоил порядка 600 рублей. Довольно дорого, но за такую коробочку, я думаю, стоит отдать деньги, чтобы модель была полностью комплектной. Журнальная модель тоже вполне хорошо копирует образ настоящего прототипа. Она окрашена в черный цвет. И, к сожалению, здесь краска просела. Если вы присмотритесь, на крышке багажника увидите вздутие и просевшую краску. Не знаю, с чем это связано. Возможно, металл как-то реагирует с лакокрасочным покрытием. Возможно, что-то еще. И тоже, если у вас есть подобная чайка, можете написать в комментариях, как у нее дела обстоят с лакокрасочным покрытием. Салон здесь из черного неокрашенного пластика. На своей модели я дорабатывал светотехнику спереди и сзади, обозначил сектора поворотников, также габаритные огни, зачернил решетку радиатора, по-моему, изначально она была полностью в хроме. На задних фонарях обозначил огни заднего хода. И добавил регистрационные номерные знаки. Эта модель уже намного легче, здесь и корпус тоньше, он тем более легкий, и также днище сделано из пластика. Написано ГАЗ-14 «Чайка», да, Агастини, сделано в Китае, указан масштаб 1 к 43. Задняя часть выпускной системы здесь сделана в виде отдельных элементов. И также, по-моему, я зачернял отверстия на колпаках. Изначально они были серебристые. И поставил харьковские покрышки, чтобы оригинальная резина не оплавила обод колеса. Обе чайки вполне хорошо попадают в 43-й масштаб. Как вы видите, советская модель на фоне современного изделия выглядит вполне неплохо. Ее можно доработать, но свой автомобильчик я оставлю в оригинальном виде. Я видел, такие чайки также продавали в других коробочках, они шли на экспорт, и она именовалась Mercury. И, по-моему, эти чайки были двухцветные. Синий с белым я видел в продаже, и бордовый с желтоватым оттенком. И давайте посмотрим на модель от нашего автопрома. Машина в темно-вишневом цвете, очень красивый окрас. У этого автомобиля светлый салон, из-за этого можно рассмотреть, что находится внутри. Панель приборов здесь выделена черным, также коричневой краской обозначены деревянные вставки. Нету открывающихся элементов, но это не мешает этому автомобилю оставаться одним из лучших у производителя наш автопром. И у НАПа также такая чайка продавалась в черном цвете. Здесь серебристой краской выделили выхлопную систему, указан производитель наш автопром, также написано ГАЗ-14. Вполне хорошие колесные диски, хромированные колпаки. Покрышки я не стал менять на харьковские, здесь покрышки вполне удачные. И также на бампере присутствуют характерные для этого автомобиля клыки для омывателя фар. Установили зеркала заднего вида на крыло и на водительскую дверь. На задних фонарях уже с завода обозначены огни заднего хода, также поворотники. Вместо номерных знаков здесь надпись ГАЗ-14. И могу показать, как чайка смотрится на фоне журнального изделия.
И у модели от МАПа более выразительно сделана передняя часть, и на мой взгляд она более точно копирует настоящий автомобиль. Задние части примерно одинаковые. И вот так модели выглядят, стоя рядышком на полке. Пишите ваши комментарии, какая чайка есть в вашей коллекции, что вы думаете о старой советской модели, уже давно снятой с производства, есть ли в вашей коллекции другие советские лимузины и на какие модели вы бы хотели увидеть следующий видеоролик. Если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале, и также можете заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. Пока-пока.